Привет! Сегодня покажу, как связать шарф или плед таким прекрасным узором, который просто меня покорил. Он одновременно простой и в то же время очень современный. Для вязания потребуется крючок номер 4,5 и любая пряжа на ваше усмотрение, где-то 200-250 метров на 100 грамм. Начинать мы будем вязать с цепочки из воздушных петель. Сейчас я сделала узелок и начинаем вязать. Я буду набирать 10 воздушных петелек и 2 петельки подъема. Вы набираете столько, сколько необходимо вам. Если вы вяжете плед или шарф, например, такой узор для шарфа лучше делать поперечным. Соответственно, длину шарфа равна ваша цепочка из воздушных петель. Если, например, по ширине, то можно, в принципе, и плед связать как по длине, так и по ширине. Узор будет прекрасно ложиться и так, и так. Первый ряд мы начнем вязать за заднюю перемычку. Видим, да, у нас косичка и сзади такая перемычка. Я чуть позже покажу, почему именно так. Итак, набираем 2 воздушные петельки. Видим, наша третья косичка. Мы будем вязать в третью косичку, так как 2 это наши петли подъема. Нашу третью косичку находим, поворачиваем, и вот наша перемычка. Так мы будем вязать только первый ряд, не переживайте. Делаем накид и заводим крючок именно в перемычку, в третью перемычку. Может быть немного туговато. Захватываем ниточку и провязываем. Мы с вами вяжем так полустолбиками с накидом до конца ряда, именно за заднюю вот эту вот перемычку, первый ряд. Сейчас я покажу уже на готовом изделии, как красиво смотрится первый ряд, если мы будем вязать за заднюю перемычку. Видите, у нас полностью косичка с вами, и нет такого обрубленного края, когда если начинаем вязать за заднюю стеночку косички. Поэтому такой универсальный способ начинать вязать изделие. И краешек такой будет полностью в косичке. Очень красиво и аккуратно. Я довязываю до конца ряда. Вот у нас получилась та же самая косичка. И наверху у нас косички. Сейчас буду показывать сам принцип узора. Он очень простой. Делаем 2 петли подъема. Всегда у нас будет 2 петли подъема в каждом ряду. Поворачиваем изделие. И смотрим. Вот у нас косичка сверху идет. Первый ряд мы будем вязать за дальнюю стеночку косички. Вот, помним, да, что первые 2 петельки это подъема, получается в третью начинаем вязать за заднюю стеночку. Весь принцип вязания из чередования, чтобы получился такой аккуратненький узор. Мы сначала один ряд будем вязать за дальнюю стеночку косички, следующий ряд за переднюю стеночку косички. И вот так будем чередовать с вами. Давайте пока остановимся на втором ряду. Вяжем с вами за дальнюю стеночку косички до конца ряда. Единственный момент, каждую последнюю петлю мы будем провязывать за обе стеночки косички. Сейчас нагляднее покажу иголочкой. Всегда, не в зависимости от того, дальняя косичка вяжем мы или за переднюю, всегда последнюю косичку мы провязываем за обе стеночки. Закончили наш ряд. Видим, да, такая вот косичка у нас красивая посерединке получается. Набираем 2 воздушные петельки подъема, поворачиваем изделие. И следующий ряд мы начинаем вязать в третью косичку, но за переднюю стеночку, за каждую переднюю стеночку. Возможно,
Первые 2-3 раза будет не особо удобно, но на самом деле потом привыкаешь и уже не замечаешь. Задняя стеночка, передняя, они вяжутся абсолютно одинаково и одинаково легко. И вот так до конца ряда мы будем провязывать за переднюю стеночку косички. Так мы начинаем чередовать. Ряд у нас за заднюю стеночку косички, ряд за переднюю стеночку косички. Вот так вот просто и легко. И обязательно помним о том, что последняя косичка мы провязываем за обе стеночки. Вот. Соответственно, принцип вязания — это чередование. Сначала задняя стеночка косички, ряд, потом передняя стеночка косички, ряд. И обязательно последняя косичка за обе стеночки провязываем. 2 петельки подъема. И вот весь принцип вязания. Вот так вот красиво он получается. Видите, на таком маленьком кусочке. И сейчас покажу на большом изделии. Да, тут только нужно перевернуть, потому что сейчас я сделаю хоп-хоп. И вот видим, да? Идентично у нас получается. И очень красиво. Вяжите с удовольствием свои пледики, а также шарфики таким узором. Он очень уютный и очень привлекательный.